Женская измена. Простить ли предателя? Эти мысли возникают в голове у мужчины, когда он сталкивается с ситуацией, когда его женщина ему изменила. Ранее я записывал видео, где я рассказывал о тех стадиях, которые проходит мужчина психологически, когда сталкивается с женской изменой. Сегодня мы поговорим о том, что же переживает женщина, которая изменила. С какими психологическими уловками, с какими, не знаю, там, эмоциональными нестабильностями она сталкивается. Часто женщина в определенных стадиях находится не вполне в таком объективном состоянии. Она видит эту ситуацию не совсем трезво, потому что она находится в эмоциях и вот в этом неясном таком состоянии сознания не совсем правильно оценивает то, что с ней происходит. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы с вами рассматриваем 5 стадий, которые проживает женщина, которая пошла на измену, с чем она сталкивается, какая у нее в этот момент происходит внутренняя борьба, психологические противоречия, для чего это необходимо знать, чтобы если вдруг вы окажетесь в какой-то такой подобной ситуации, вы примерно понимали, что происходит с таким человеком или что будет происходить с вами. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Первая стадия, которую переживает женщина, это, естественно, эйфория, большое количество гормонов, страсти, сознание не вполне ясно, есть ощущение такого, не знаю, полета на 7-м небе. Женщина себе объясняет так, это что, я давно этого хотела, это вот интересно мне, это важно. С другой стороны, это пока еще ни к чему не обязывает. Есть параллельно с этой всей эйфорией еще и такое самооправдание, что это ничего такого страшного, это мы всего лишь один раз встретились, мы дальше не будем никуда продолжать эти отношения. Это вот просто я же заслужила получить немного мужского внимания, я же заслужила получить все эти комплименты, этот поход в какой-то дорогой ресторан. То есть в такой ситуации женщина как будто бы еще пока относится к этому как к чему-то такому из рук вон выходящему, это что-то не как правило, и она не предполагает, что это будет куда-то развиваться. Но она испытывает большое количество этих вот положительных эмоций, которые толкают ее в дальнейшем к тому, чтобы это повторить. Как формируется такая эмоциональная зависимость. То есть вот женщина, предположим, выходит из ресторана после встречи с любовником и думает, что боже, как классно, это всего лишь один раз было. И, скорее всего, этого не продолжится, но поскольку вот так ей хорошо, естественно, что она всеми мыслями оказывается вот в идее продолжения этих отношений. Если дальше вся эта ситуация продолжается, то вторая стадия знаменуется увеличением напряжения, тревоги, некоторого страха. То есть женщине постоянно приходится, вот как будто бы выходя из этого приятного состояния, включать, так сказать, какую-то собранность и проверять историю звонков, подтирать какие-то сообщения, переписки стирать, смотреть какие-то другие вещи. Она при каждом звонке своего мужа, то есть человека, с которым она находится в настоящих сейчас отношениях, она вздрагивает. То есть всегда есть ощущение, что может он что-то вдруг узнал или может он что-то заподозрил. На сердце начинает такой камень образовываться потихоньку. То есть, предположим, женщина видит, как муж взял ее телефон и прямо так вздрагивает, она вегетативно реагирует на то, что он взял, хотя она понимает, что вроде там она все почистила, но все равно она начинает быть такой более дерганой. Третья стадия знаменуется чувством вины и внутренним конфликтом. Если вся эта ситуация никуда не изменяется и продолжается, женщина понимает, что это уже не я один раз вот так хотела попробовать, это не какая-то сиюминутная, ни к чему не обязывающая встреча, а я сейчас нахожусь вот в этой ситуации, когда у меня, две жизни. Я в треугольнике. Когда женщина видит своего мужа, она чувствует вину, потому что он же ничего не знает, я его обманываю, я предала доверие. В такой ситуации у людей, у которых достаточно выраженная эмпатия, еще и срабатывает такой вот обратный механизм, когда ты видишь человека, которого ты понимаешь, что ты что-то от него скрываешь и предал его доверие, ты чувствуешь такую боль, как будто бы это он обманул тебя. То есть ты чувствуешь его боль, такую вот эмпатически отраженную. Предположим, женщина может вечером сидеть у постели ребенка спящего, смотреть на него и переживать, что с ней происходит, что с ней натворила. Я на карту поставила все вот это вот такое спокойствие, стабильность, которая, правда, возможно, в чем-то не удовлетворяла меня, ради вот этого яркого такого, не знаю, какого-то огненного, но не имеющего пока какой-то четкой перспективы. Четвертая стадия – это стадия самооправдания и рационализации. Дело в том, что невозможно долго жить с чувством вины, потому что чувство вины в отношениях со значимым человеком необходимо нам для того, чтобы мы, осознав вину, как-то покаялись, попросили прощения и получили это прощение. Тогда отношения выравниваются. Но в данной ситуации понятно, что женщина не может открыть всю эту ситуацию своему мужу, поэтому она постоянно чувствует вину. Вина – это тяжелое чувство, такая непереносимая эмоция. И наши психологические защиты работают так, что здесь включается вот эта вот рационализация и самооправдание. Женщина начинает думать о том, что да вообще-то он не уделял мне должного внимания.
наши отношения давно уже не те. Я помню, что вроде бы в студенческие годы, когда мы только начинали встречаться, вот он тоже вроде там с кем-то как бы мне изменил, но вот что-то вот можно как будто бы здесь тоже так вот, тоже ему так вот повесить, так сказать. То есть, что здесь происходит? Поскольку вот вина — это чувство, которое сложно переносить, через рационализацию, через самооправдание женщина как будто бы внутри включается в такого обвинителя, и на поверхности есть уже эмоция злости, раздражения, какого-то такого возмущения. То есть это уже муж виноват, что он потратил лучшие годы моей жизни, что он мне чего-то важного не додал, что что-то вот такое вот произошло. То есть происходит такое, знаете, взаимное внутреннее обвинение, чтобы не чувствовать себя виноватым. Женщина может, например, в разговорах со своей подругой говорить, что ты же знаешь мою ситуацию, ты же понимаешь, что мой муж, но он сам как бы к этому привел. Пятая стадия — это стадия, когда женщина больше не может выдерживать все эти эмоции, ситуация становится слишком закрученной. Дело в том, что как с чувством вины невозможно жить долго, так и вот когда рационализация включается, и ты думаешь, что муж сам виноват, с этим тоже долго жить не получается, потому что вот эти вот рационализации, самооправдания, это такие сложные и неустойчивые психологические защиты. То есть ты день думаешь, что он сам виноват, два думаешь, что он сам виноват, но на третий день ты понимаешь, что сам он виноват, но я же тоже в этих отношениях, что мы оба в этих отношениях как-то вот шли, о чем-то не говорили, что-то у нас происходило, параллельно у нас там были приятные моменты, параллельно были дети. То есть появляется какой-то более целостный такой взгляд на то, что вроде бы как нас двое в отношениях, и вина за то, что у нас что-то не получалось, лежит на нас обоих, а изменила я одна. И получается, что вот это вот самооправдание надолго не работает. Женщине нужно вот определиться в такой ситуации. Ей что нужно делать? Либо принять решение вернуться к мужу, ему все рассказать, либо там не рассказывать, возможно. Либо нужно уйти к любовнику. Либо ей нужно принять самое сложное решение. Это пока не принимать решение, продолжать все скрывать и справляться с этим вот каким-то гигантским внутренним напряжением, при том, что в такой ситуации женщина рискует, что в каждый момент оно может вскрыться. Где-то как-то вот, не знаю, кто-то где-то пересечется, кто-то кому-то скажет, муж узнает, и окажется еще более сложная ситуация. Как правило, вот эта стадия, она достаточно напряженная, и сколько женщина может находиться в этой стадии, зависит от ее внутреннего такого эмоционального ресурса, сколько она может находиться в таком напряжении. В конце концов, это как-то разрешается. Я знаю пары, которые, пережив измену вместе, потом восстанавливают отношения. Знаю пары, когда женщина после измены ушла к тому, кому она изменила. И знаю ситуации, когда женщина после измены и от мужа уходит, и от любовника уходит, и остается одна, потому что она просто настолько эмоционально выгорела вот в этом напряжении, настолько эта ситуация этой двойной игры ее истощила, что она просто не может какое-то время поддерживать отношения и остается одна. В ситуации женской измены, как правило, когда вот рассматриваешь весь случай, оказывается, что перед изменой за какое-то время имело место снижение качества диалога мужчины и женщины. То есть они стали менее прозрачно друг с другом разговаривать. Поэтому если женщина принимает решение, что она хочет вернуться в отношения, ведь эта пара готова работать над отношениями, то там очень важно работать над, знаете, этим вот ясностью и качеством диалога, потому что есть очень много удерживаемых чувств, соответственно, злости, вины, стыда, там, не знаю, каких-то часто претензий, которые вообще идут глубоко в прошлое. Все это нужно проговаривать. И самое главное, что женщина должна точно понимать, в каких она находится эмоциях, в каких переживаниях и чего она хочет. Потому что если женщина куда-то провалилась в такое чувство вины, она может для того, чтобы как-то искупить свою вину перед партнером или, не знаю, перед какими-то родственниками своими, вести себя против своих интересов. То же самое, если женщина попала в какой-то, в гнев, в раздражение, у нее много злости, она тоже может действовать против своих, на самом деле, таких интересов и настоящих потребностей. Поэтому, если вы понимаете, что вы столкнулись с подобной ситуацией в любом качестве, или у вас есть какие-то вопросы, вы можете обращаться ко мне на индивидуальную консультацию. У меня под видео есть ссылки на мои соцсети, пишите мне там личное сообщение, мы с вами работаем. Потому что иногда нужен взгляд специалиста со стороны, чтобы понимать вообще, что с тобой происходит, на каком ты свете. Также, если у вас возникают вопросы, вы можете писать их в комментариях, также пишите мне в социальные сети. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк, я вам буду благодарен. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.